Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Поездка в бурсу по делам оставит Каана и Нилюфер наедине незапланированным образом. На самом деле эта поездка, по-видимому, будет совершена для выполнения профессиональных целей, но из-за срочной работы, которую другая сторона должна выполнить в последнюю минуту, встреча будет отменена, и Каану и Нилюфер придется остановиться в одном отеле в одном номере. Поначалу им обоим будет очень некомфортно в этой ситуации. Нилюфер захочет избежать этой близости и даже подумает сесть на автобус и вернуться в Стамбул. Однако Каан не посмеет отправить ее одну ночью и ясно даст об этом понять. Чувство доверия Нилюфер снова укрепится благодаря честному и собственническому отношению Каана. Однако это время наедине принесет наибольшую пользу Каану. Чем больше он пытается дистанцироваться от Нилюфер, тем больше он привязывается к ней. За его суровым, отстраненным и контролируемым отношением проявится трансформация человека, который медленно сдается любви. Он купит Нилюфер спортивный костюм той же модели, и она этого не заметит. Эта деталь отразит, насколько тепло Каан относится к идее быть нами с ней. Этот символический матч укрепит невидимую связь между ними. Нилюфер захочет тщательно приготовить угощения отеля, поставить их на стол в саду и уйти внутрь. Однако Каан не захочет упустить эту возможность. Он захочет сесть с ней за один стол, сказать еще несколько слов и установить зрительный контакт. Таким образом, этот вечер превратится в незабываемую ночь в их жизни. Расстояние между ними будет медленно таять. Теряя себя в глазах Нилюфер, Нилюфер также увидит сломанного ребенка во взгляде Каана. Их сердца впервые будут биться в одном ритме. Каан подойдет достаточно близко, чтобы признаться Нилюфер, как она ему дорога, но в последний момент он проглотит свои слова. Тем не менее, в ту ночь Нилюфер, которая уснет в той же постели без всяких событий, просто положив голову на грудь Каана, найдет очень глубокое место в сердце Каана. Эта ночь откроет совершенно новый путь в их сердцах. Каан будет восхищаться добротой, состраданием и элегантностью Нилюфер. Нилюфер, с другой стороны, узнает настоящего мужчину, скрывающегося за маской Каана. Она поймет, как ранено ее сердце и почему она держится подальше от всех. Они оба впервые почувствуют покой, разделив свое одиночество. Но у каждой прекрасной вещи есть цена. Как только они вернутся из бурсы, их ждут неприятные события. Гамзи намекнет своему отцу, Джунейд Бею, что Нилюфер была приглашена, а ее исключили. Эта укоризненная жалоба привлечет внимание Джунейда Бея и заставит его поднять эту тему во время ужина, который он запланировал с Четином Беем. Джунейд Бей скажет, что его дочь пострадала, и что он тоже пострадал из-за этого, и поднимет вопрос на предложение о женитьбе Гамзи и Каана. Господин Четин также благосклонно отнесется к этому предложению, потому что такой брак укрепит деловое партнерство и обеспечит инвестиции господина Джунейда. Однако это предложение будет ловушкой для Каана. Он не заинтересован ни в Гамзе, ни в этом браке. Однако он не сможет сразу же отказаться от этого брака, потому что знает, что ему нужны деньги и поддержка господина Джунейда, чтобы удержать отель на плаву. Он будет молчать некоторое время и начнет разрабатывать стратегию. В то же время, когда Гамзе выразит свое недовольство присутствием Нилюфер, господин Джунейд попросит господина Четина уволить Нилюфер. Господин Четин также поддастся этому давлению и уволит Нилюфер. Однако его настоящей мотивацией будет тот факт, что он узнал, что отец Нилюфер является одним из тайных партнеров отеля. Если Нилюфер узнает эту правду, он испугается, что она сможет заявить право на отель, и поэтому захочет ее уволить. Когда Нилюфер вернется из бурсы, ее вызовут в офис господина Четина, и он узнает, что ее уволили. Это внезапное решение глубоко ее потрясет. Он вернется домой с большой обидой и тяжестью обиды. В этот момент Каан придет в его офис, ничего не зная, и когда он заметит, что Нилюфер нет рядом, он захочет узнать ситуацию у Камиля Бея. Когда Камиль Бей скажет ему, что Нилюфер уволили, Каан сойдет с ума. Он немедленно пойдет к Четин Бею и потребует объяснений.
Он выразит свой гнев, сказав: «Как вы можете уволить моего сотрудника, не сказав мне?» Во время этого обсуждения также всплывут сомнения относительно настоящей личности Нилюфер в отеле. В то время как Четин Бей раскроет долю акций отца Нилюфер, Каан займет четкую позицию, сказав: если у него есть право, он воспользуется этим правом. Таким образом, Каан будет действовать не только как менеджер, но и как товарищ, который обеспечит справедливость Нилюфер. Гамзи ясно почувствует, какую ценность Каан придает Нилюфер во время этого процесса. Ее реакции, защиты и отношения будут доводить Гамзи до кризисов ревности. Однако Каан больше не будет заботиться о ревности Гамзи. Ферит будет внимательно наблюдать за происходящим и спросит Каана: «Ты не хотел эту девушку, что изменилась?» Каан не сможет открыто сказать, что он влюблен, но он станет на шаг ближе к своим истинным чувствам, сказав: «Мне хорошо рядом с тобой». Нилюфер будет одна дома и вспомнит свои ночи в Бурсе. Она будет думать о времени, проведенном с Кааном, его улыбке, его глазах. Она будет смотреть на фотографии Каана на своем телефоне и вздыхать. Она будет тайно искать способ вернуться на работу. Если Каан позвонит ей и пригласит на работу, она вернется, не задумываясь. Бегюм, которая была впечатлена интересом Ферита, будет разочарована тем, что она услышала о нем. Однако на этот раз она не сдастся легко. Она будет возводить стены против каждого подхода Ферита. Такое отношение еще больше повлияет на Ферита и заставит его по-настоящему влюбиться в нее. Ферит начнет отказываться от своих вредных привычек в своей жизни ради Бегум. Хотя Аху хочет порвать с Бахой, она никогда не сможет принять это решение из-за его сладких речей и обманов. Пока Баха обещает свою преданность Севиль, он продолжит тайно встречаться с Аху. Севиль поверит этой фальшивой преданности и подумает, что ее брак решен. Аху подумает, что Баха ждет процесса развода. Однако ни одна из женщин еще не поймет, что их обманули. Чтобы защитить Севиль, Нихат расследует и узнает об отношениях Бахи с Аху. Он расскажет Севиль эту правду в самый неожиданный момент и скажет ей, что он влюблен в нее и что он может сделать ее счастливой. Таким образом, возникнет не только предательство, но и возможность новой любви. Пока происходят все эти события, каждое мгновение, которое Нилюфер и Каан находятся вдали друг от друга, заставляет их любовь расти еще больше. Та ночь, которая занимает место в сердце Каана, позволит Нилюфер вернуться с надеждой. Несмотря ни на что, эта любовь будет расти и перепишет их судьбу. На данный момент мы подошли к концу очередного анализа. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления для получения новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.